Меня зовут Андрей Тучков, я SEO проекта Софин, P2P платформа займов в Фиате, международная. Сегодня мы начинаем наш маленький цикл интервью, и первый наш гость Константин Иванов, основатель платформы TradingView, он же наш адвайзер. Если возможно, пару слов о вашей платформе. Да, конечно, TradingView – это платформа для ритейл-трейдеров и инвесторов. Она же является социальной сетью. Это место, где любой человек, который интересуется рынком ценных бумаг, любому проявлению акций, фьючерсы, форекс, ну и сейчас во многом крипта, может проанализировать, что происходит на рынке, и принять осмысленное решение о покупке или продаже, в том числе на основе мнения комьюнити, которого у нас достаточно много, около 3 миллионов пользователей. Вы 3 миллиона пользователей с год перед набрали? Ну, проекту в целом около 5 лет, наверное. Прям активно растете очень. Бывает лучше, но растет. Мне в кулуарах сообщили, что вы очень большой специалист по блокчейну. Можете кратко рассказать людям, что это вообще такое и с чем его едят? Ну, это сильно сказано. Я не являюсь специалистом по блокчейну объективно. Мы являемся специалистами скорее, скажем так, мы являемся мостом между блокчейном, а конкретно его проявлением в виде криптовалют, и инвесторами, которые хотят инвестировать, соответственно, в монеты или в ICO-шки или еще что-то. В чем это выражено? В том, что мы сотрудничаем еще с 2012 года со всеми крупными биржами. Вот. Мы их знаем во многом лично, и они все подсоединены к нашей платформе. Соответственно, мы являемся специалистами в том, как получать эти данные. Там имеется в виду и цены, и исторические цены, и market depth, так называемый, то есть глубину рынка, стакан, как его в России называют. Отображать это все в удобном для инвесторов виде, в том, чтобы они, соответственно, принимали решение о покупке или продаже. То есть я небольшой эксперт, собственно, в том, как все это устроено, и не хочу делать... Ну, в общем-то, об этом все сказано уже всеми и очень давно. Да, я не хочу на эту тему спекулировать. Вот, более профессионально я скорее могу рассказать о спекулятивной составляющей этого всего. Тоже очень интересно. Ну, в общем-то, спекулятивная составляющая, она поэтому и называется спекулятивной. В общем-то, сейчас крипторынок ее очень хорошо подчеркивает. То есть для инвесторов, причем инвесторов, которые раньше инвестировали в классику, акции, фьючерсы, форекс, сейчас крипта — это очень хорошая, скажем так, гавань. Почему? Потому что если ты инвестируешь, и инвестируешь активно, то есть это скорее трейдинг уже. То есть не то, что ты купил, а потом через 2 года продал. Это означает, что твоя задача, допустим, в месяц сделать 10% на твой капитал. Соответственно, чтобы это сделать, тебе нужно совершить часто очень много сделок. Да? То есть снимать мелкую прибыль, но очень часто. Вот. А в недавнее время очень популярны были в том числе фонды, так называемые high frequency trading. То есть это когда робот совершает очень много сделок на основе или нейроалгоритмов, или сложных каких-то взаимосвязей, которые высчитывают уже именно только мощный компьютер. Так вот, в принципе, до апреля этого года считалось классикой то, что нормальный трейдер с головой, в принципе, может заработать, скажем так, от 30 до 50% годовых, да, и все, кто зарабатывал больше, это считалось высокорисковыми, высокоагрессивными стратегиями, то есть, как правило, это означало практически 100% слив депозита или капитала. И для трейдера очень важна, собственно, ликвидность и волатильность рынка. Волатильность желательно однонаправленная. То есть это то, что было на рынке американских акций там
90-е, 2000-е годы, во время там, бума доткомов. То есть, когда ты имеешь возможность снять большое движение цены. Не когда у тебя цена там ходит туда-сюда в коридоре продолжительное время, потому что она у тебя просто съедает комиссию. А когда есть какой-то кусок, с которым ты можешь войти и потом со значительной прибылью выйти. То есть сейчас крипта, а конкретно биткоин, если вы откроете график, это прекрасно демонстрирует, что это можно сделать. И тот, кто вовремя вошел, смог заработать там сотни, а кто-то и 1000% на капитал. Это инвесторов возбуждает, то есть особенно, там, допустим, там, не знаю, американцев и российских, то есть у людей фактически сейчас рынок ценных бумаг зарегулирован и, как правило, высокоэффективен, то есть просто там заработать невозможно. Гэмблинг запрещен, то есть там, имея там 1000-2 пойти там в казино и срубить джекпот, ну, то есть в России, допустим, уже нельзя, получается. А крипта получилась такой штукой, что ты, в принципе, если бы купил на $1000 5 лет назад, ну, все знают, сколько ты сейчас заработал. С этим связан как бы интерес, и во многом люди, конечно, прутся, потому что они хотят легких денег. Они видят, что кто-то заработал, то есть это своего рода пузырь, который, скорее всего, в самое ближайшее время лопнет, и в том числе благодаря там, неудачным и пустым ICO-шкам, благодаря там, некачественной аналитике инвестициям, но мы вот как раз этот пробел отчасти пытаемся восполнить, то есть у нас комьюнити, платформа, которая помогает понять, что вообще происходит, и людям помочь принять правильное решение, как в это инвестировать. Ну, что-то я разговорился, но как бы вот очень интересно. История такая. Банальный вопрос абсолютно. Прогноз на биткоин личный. Слушай, ну это вообще абсолютно неблагодарная тема. Пусть Герман Греф делает прогнозы по биткоинам, блокчейнам. Вот. Формально все признаки пузыря присутствуют. Как классического пузыря, так и в принципе, то есть то, что происходит с точки зрения там, тех же ICO-шек, то есть количество потенциальных проектов, которые существуют только на бумаге, количество то есть, проектов, которые до этого там, не могли зарейзить и были там никем, да, и теперь они все прибавили к своему как бы, названию слова крипто или ICO или еще что-то и собирают миллионы. То есть, ну, просто по логике очевидно, что что-то тут не так, да, то есть вероятно будет откат. То есть разрушит ли это рынок, как это там, скорее всего это будет откат, как, я не знаю, как откат доткомов, да, то есть он вычистит большое количество компаний, охладит пыл большого количества инвесторов, вот, но потом пойдет опять какой-то рост уже более осознанный, где останутся уже квалифицированные разработчики и квалифицированные инвесторы. Но откат обязан быть, то есть при таком росте это как бы азбука, то есть когда там, кто-то говорил на 4, все потолок, кто-то говорил 5 потолок, сейчас 6, то есть, ну это бред вообще предсказывать. Если бы я такие вещи предсказывал, я бы, в общем-то, не разговаривал ни с кем, там, зарабатывал миллионы, может быть, миллиарды, ну то есть все эти предсказатели, это все шарлатаны тоже на самом деле, поэтому я ничего не буду предсказывать. Ну, какой-то откат должен быть по всем признакам. А еще вопрос, вот, до этого рассказывали, что роботы на бирже работали, а сейчас роботов нету, что ли? Я объясню проще, чем чисто это. В прошедшем, потому что это вот та же самая, что я рассказывал. То есть, если взять весь финансовый рынок и подходы к спекуляциям на нем, то есть, допустим, 90-е, 2000-е были легендарные, так называемые, ну, наверное, никто из вас не знает, так называемые черепашки. То есть это была группа трейдеров, которая основала легендарный фонд, который заработал миллиарды. И у них была на самом деле элементарная стратегия, условно говоря, тренд-фолловинг на скользящих средних. То есть когда они просто вставали в тренд, когда он разворачивался, они переворачивались и дотаивали его. Это было связано со структурой рынка, потому что рынок был очень однонаправленный. То есть он поворачивался, шел вверх, там, допустим, 2 месяца. Потом поворачивался и шел вниз 2 месяца. И вот даже если посмотреть графики 90-х, начала 2000-х акций, вы увидите, что они ходили вот так. Соответственно, очень легко было на этом зарабатывать. Потом эта тема кончилась. Как кончается эта тема? Рынок очень эффективен.
любой рынок, даже рынок битка сейчас очень эффективен, потому что много участников. Соответственно, как только большинство понимает, как на этом зарабатывать, те, кто в хвосте, они перестают на этом зарабатывать и сливают деньги. Потому что, в общем-то, деньги там ниоткуда не берутся. Деньги переходят от одних людей к другим людям. Кто-то зарабатывает купив, соответственно, кто-то теряет, потому что стоял в шорте. То же самое, по сути, случилось с high frequency trading. То есть пошли технологии, появились технологии, позволяющие в реальном времени обрабатывать тысячи тиков, так называемых тиков, это цена. То есть приходит в биржу цена, каждая цена это сделка. Вот когда вы открываете график там Apple, предположим, вот на трейдинге весы вы откроете, вы будете видеть, что в бар вот так вот двигается. И это все ценно, это совершение покупок. Соответственно, что такое high frequency? Это роботы, которые анализируют в реальном времени каждую эту котировку. Их сервера стоят очень близко к бирже, то есть часто на самой бирже, то есть люди платят большие деньги, чтобы поставить сервер на бирже. И за счет того, что они очень быстро получают эти данные, очень быстро анализируют и делают это быстрее, чем большинство участников рынка, которые там сидят и в терминал, допустим, смотрят, да, обычных людей, они используют эту эффективность, чтобы там, купить или продать быстрее, понимая, что происходит быстрее, чем человек реагирует. Но, соответственно, когда таких фондов, и как это выглядело, то есть образовались фонды, эти фонды состояли, там не было никаких аналитиков, там сидело 50 человек, которые закончили мехмат или физфак. Они эти алгоритмы писали, они их кодировали, и ставили сервера. Соответственно, когда таких ребят появилось там 10, 100, 1000 в конечном счете, они начали конкурировать между собой. И чем больше их становилось, тем увеличивалась эффективность рынка на самом деле. Эффективность рынка это прекрасно, потому что это ликвидность, это объем, это весь кайф, который, в общем-то, рынок должен иметь. Вот. Но сами эти ребята, то есть чем больше их становилось, тем меньше на основе этих же алгоритмов каждый из них зарабатывал. Поэтому, конечно, роботы есть. За роботами все еще будущее, и, естественно, сейчас уже давно больше, чем половина объема даже на классических рынках совершается через алго. По крипте у меня нет такой информации, но я уверен, что там большинство тоже торгует алго. Вот. Но я говорил о том, что почему в прошлом времени прошло золотое время этих вещей, когда ты мог это сделать и на этом озолотиться. Потому что повышается конкуренция, вырастает эффективность, и ты всегда зарабатываешь. На рынке ты всегда зарабатываешь за счет неэффективности рынка. То есть ты понимаешь, почему что-то происходит, что может принести тебе прибыль. Соответственно, когда появляется 100-200 тысяч таких человек, эта эффективность, неэффективность рынка схлопывается, и рынок становится эффективным, что в принципе прекрасно, это его основное свойство. Но способы зарабатывать, они уходят в какие-то другие ниши. Ну и последний вопрос. Что думаешь о нашем проекте? Честно, да, надо? Конечно. О вашем проекте, я думаю, наверное, две основные вещи. В принципе, идея как сама по себе, это абсолютно будущее, да? То есть возможность эффективно кредитоваться, не попадая под, там, скажем, КПУ и условия каких-то кредитных организаций, это прекрасно. То есть все мы знаем, что сейчас 2017 год, да, но существуют в переходах эти там адские компании, да, которые по сути там разоряют людей. Даже не адские компании, а вполне себе презентабельные, не знаю, как Тинькофф, да, в принципе, все уважаемые бизнесмены. Но если вы копнете глубже, вы увидите, что взяв кредитку там у Тинькова и немножко не проследив за тем, что происходит, вы можете там заплатить 70, а то и больше процентов годовых. То есть в Америке существует на самом деле там 60-х годов закон, который запрещает любой кредитной организации выставлять скрытый или явный процент больше, чем 35%. Да? У нас таких регулирований нет, и фактически люди реально попадают в долговые ямы, там, банкротство, депрессии и прочее.
Ну, чем это вызвано? Тем, что как бы люди, которые стоят у верхушки, то есть это большие организации, там, банки, да, у них миллиардеры, как правило, там, акционеры и прочее, то есть туда деньги, очень много денег уходит туда. То есть если будет возможность все это выкинуть, вот, и все эти сверхприбыли, которые зарабатывают как бы акционеры и сами компании, распределить между участниками рынка, конечно, это сделает жизнь лучше, эффективнее, и это прекрасно. То есть это та же самая история, когда там, евангелисты блокчейна рассказывают нахер нотариусов, нахер банки, нахер визу с MasterCard, да, ну, в принципе, та же самая история. Я бы не был так критичен по отношению там виза MasterCard. Все-таки это крутые айтишные компании, у которых есть очевидная выгода, да, но, тем не менее, логика та же. Если благодаря таким ребятам, как вы, эта ситуация изменится в ближайшие там, десятилетия, это будет, ну, можно сказать, новая эпоха. Но есть обратная сторона медали. Вот. Все-таки то, что сейчас происходит, немножко напрягает и немножко вызывает беспокойство, потому что мы вернулись в какой-то железный век, да, Дикий Запад, не знаю, в смысле в том, что все-таки там, допустим, ну, Америка впереди планеты всей, то есть то регулирование, которое она из десятилетия вводила, в том числе на рынке ценных бумаг, это не просто так, да, вы можете там посмотреть фильмы, которые там сейчас там повыходили про финансовые кризисы, да, и посмотреть, что на самом деле происходит в кулуарах, даже на регулируемых рынках. Вот, посмотрите, что случилось там, кризис ипотеки, да, и кредитования, посмотрите, что было с крупными брокерами, которые там кидали десятки тысяч людей в Америке, да, просто показывая десятилетиями кривую отчетность. Вот, там, почитайте книгу «Покер лжецов» про финансовый рынок. То есть, в принципе, финансовый рынок, он всегда был, скажем так, на грани. Много было мошенничества, и вся эта история, которую прошли Соединенные Штаты по регулированию, это не просто так, это не потому, что они такие говнюки, большой брат и хотят за всеми следить. Они в том числе хотят защитить людей от тех мошеннических схем, которые были обкатаны за это там, 50 лет существования, там, активного существования финансовых рынков. И сейчас мы, в принципе, все это выкидываем в мусорку, говорим, пошли в жопу, у нас есть ICO, у нас есть блокчейн, мы антиглобалисты, пошли в жопу все корпорации, да. Все супер. Но все те же схемы, которые применялись за последние 100 лет, приходят сюда, и мы возвращаемся к тому же самому. То есть нет регулирования, нет контроля, высокая анонимность, нет возможности привлечь скам и там, мошенничество. И все это приведет к тому, что будет большое количество разочарованных людей. Да? И наша задача попытаться, вряд ли у нас это получится, к сожалению, попытаться сохранить баланс между ребятами и проектами, которые сделают реально что-то хорошее и не кинут людей, и между теми, кто людей кинут, а таких будет много. И этот баланс на самом деле во многом повлияет на будущее всего этого. Если люди разочаруются, если правительство обратят внимание на это, то, скорее всего, это развитие очень сильно затормозится, а может быть даже остановится. Вот. Поэтому надо отдавать себе отчет в том, что да, это легкие деньги с точки зрения там, раунда, да. Я уже говорил в начале, что очень многие компании пытаются зарейдить сейчас ICO, которые просто не нашли денег у классических венчуров. Это о чем-то говорит, потому что классические венчуры тоже не дураки, там хорошая аналитика. Вот. Поэтому надо в том числе вам очень осознанно к этому относиться и понимать, что это не просто ваша ответственность в плане «О, там, ладно, набрали у каких-то анонимов битков, да, ну ладно, не получилось, хрен с ним». Это все-таки ваша ответственность в плане перспектив
эксклюзив выживания вообще всего этого новаторства, да, и всего того, о чем там, выходя Греф, говорит, это новая эра, там, вот, ты там все, у тебя больше не будет работы, банкир, да, все, готовься, потому что сейчас придут вот, молодые, прогрессивные, понимающие, и у нас больше не будет нашего банка. Ну, вот у меня большие вопросы с этим. Если молодых и понимающих будет больше, чем мошенников, скажем так, или не понимающих, возможно, это случится. А если нет, тогда останется Сбербанк с его там всеми вытекающими последствиями. И вот, и хотелось бы, чтобы вы в этом смысле показали себя не столько даже с личной ответственности, а реально мирового уровня ответственности. Ну, мы будем стараться на самом деле, потому что все, что касается именно самой платформы, мы понимаем, что работать будем только в рамках законодательства, то есть все займы будут законодательно закреплены в той стране, где будут они выдаваться. Это обязательное условие, мы на этом просто настаиваем 100%. И до тех пор, пока невозможно будет в криптовалюте выдавать законно деньги, это попадать под законодательство какой-то страны, мы в криптовалюте выдавать не будем. То есть это именно в фиате будет выдаваться. Что касается Сбербанка, на самом деле недавно только слышал, для меня абсолютно новость, что касается Сбербанка, теперь самая крупная IT-компания России. Нет, ну здесь надо понять, что мои ремарки к Сбербанку, они на самом деле добрые и уважаемые. Я понимаю прекрасно, да. То есть то, что сделал Греф и вся его команда, это невероятно. То есть выйдя из этих, скажем, окошек с очередями с бабушками, они реально во многом стали айтишной компанией. Там Сбертех — это огромная, весьма профессиональная команда, которая сейчас меняет. И то, что говорит Греф, оно немножко комично звучит иногда, да, про тот же блокчейн, биткоин, там, дип-лернинг и все эти слова, которые он использует. Но это умнейший человек, у них очень хорошие показатели, у них очень сильная именно айтишная команда. И они во многом на самом деле поддерживают вот этот тренд, этот хайп, который сейчас вокруг всей индустрии. То есть я, когда упоминаю Сбербанк, я наоборот подразумеваю, что это как раз один из примеров удачных трансформаций, когда компания пытается как бы адаптироваться к тому, что происходит. Спасибо большое. Да, пожалуйста, удачи. Молодец.